Всем привет! Сезон ревения еще не закончился, и я решил показать вам еще один рецепт с этим овощем, который прекрасно сочетается с клубникой. Пирог будет выпечен под шапочкой безе. Я постарался в этом рецепте максимально уменьшить количество масла и количество сахара. Ну давайте покажу. Для начала подготовим песочное тесто. Муку я просеял. 250 грамм. Добавляю 100 грамм сливочного натертого масла. Она у меня с морозильника. 50 грамм сахара. 2 желтка. Белки мы пока отложим в сторону. Они нам понадобятся позже. И быстро замешиваю тесто. Для вязкости добавлю 1 полную столовую ложку сметаны. Это 50 грамм. Чтобы собрать нам всю муку в шарик. Можно добавить молоко. Воду тоже никто не отменял. В разумных пределах. Песочное тесто долго вымешивать не нужно. Оно готовится быстро. Раз-два и готово. То есть собрали шарик и все. Заворачиваю его в пленку и на полчаса в холодильник. А этим временем я займусь ревенем и клубникой. Ревень чистится очень просто. Обрезаю с обеих сторон окончания. И вот так вот ножичком, начиная с внутренней стороны, снимаю с них живьем кожу. Готово. У меня довольно широкий ревень, поэтому я его пополам и нарезаю вот на такие брусочки. Это примерно сантиметр на 1,5. Клубнику я ее уже предварительно помыл, а теперь буду удалять зелень. Делаю я это намеренно. Просто если клубнику вначале почистить, а потом помыть, она напитается водой. Нам этого совершенно не нужно. Последние штрихи. Клубника готова. Следующим шагом 50 грамм сахара. Я добавляю немного обыкновенной холодной воды. И растворяю в ней сахар. Вы можете добавить горячей кипяченой воды. У меня просто в данный момент нет под рукой. И отправляюсь к плите. И отправляю в сковороду вот этот растворенный сахар. Если он даже не до конца растворился, ничего страшного. И выпариваю всю жидкость. Я взял 20 грамм кукурузного крахмала, который я разведу небольшим количеством холодной воды. Буквально чуть-чуть, чтобы крахмал растворился, чтобы не осталось комочков. И отправляю сюда мои фрукты и овощи. И немного потушу. Буквально 1,5 минутки. И заливаю кукурузным крахмалом. Температуру я убавил. Добавлю немного ванили. Перемешиваю. И отправляю в чашку до полного охлаждения. Само собой, разумеется, не на плите. Тесто постояло у меня полчасика. Значит, я от готового теста, так если здесь половина, вот эту большую часть буду раскатывать, а вот эту часть, это грамм 200. Такую небольшую колбаску, пищевую пленку и в морозилку. Тесто я буду раскатывать между 2 листами пекарской бумаги. При таком методе мне просто не понадобится мука. Тесто не клеится, прекрасно с ним работать. Мой корж достиг нужного мне размера. Верхний слой бумаги я убираю и переношу его на форму, в которой буду выпекать. Теперь касаемо формы. Кто-то смазывает, кто-то не смазывает. Я не знаю, какие у вас формы. Я свою форму смазал, просто чтобы вам показать. Хотя у меня проблем с тем, чтобы вынуть горячий пирог или холодный пирог из формы, не возникнет. Значит, я смазал сливочным маслом и присыпал мукой. Излишки, которые я стряхнул. Вы можете просто вот таким спреем специально. Спрей для выпечки. Прекрасно подойдет. Так, размер формы у меня 28 сантиметров. И переношу тесто в форму. Вот таким вот образом. И бумагу аккуратно удаляю. Здесь главное не спешите, чтобы не порвать тесто. Бумага хоть и пекарская, но все равно к ней немного прилипает. Набиваем вилочкой отверстие, чтобы тесто при выпекании не поднималось. Я в этот раз корж не буду выпекать под грузом, как я делал до этого. В пироге тоже с ревенем. Ссылку я оставлю. А вот этот корж я сделаю по-другому. Хоть мне пирог и понравился, но все же я хочу ставить свои 3 копейки. Все-таки тесто, точнее корж, было бы неплохо запечь под грузом. Если вы перейдете по ссылке, то вы поймете, о чем я говорю. Можно посмотреть, как это делается. Тогда, по моему мнению, корж будет хрустящая. Потому что начинка сама по себе жидкая. Не то, что она жидкая,
но богата соком. Невзирая на то, что я этот сок прихватил крахмалом. Тем не менее. А так, от сахара скулы не сводит. Ну а если кому-то мало сахара в пироге, то можно всегда припылить сахарной пудрой. И все. Я его сейчас на данный момент отправлю на полчаса в холодильник. Тесто в морозилке остыло уже до того состояния, когда я его могу натереть. Натираю на крупной терке. Ну и убираю в морозильник. Если в морозилке места нет, то в холодильник. И теперь взбиваю безе. Белки отправляю в мерный стакан. Добавляю маленькую щепоточку, желательно крупной соли, чтобы соль разбила у нас вот эти жгутики. Ну если нет, то добавьте обыкновенной соли. Какая у вас есть в доме. Чуть-чуть. Взбиваем без добавления сахара до мягких пиков. Ну вот, до мягких пиков я взбил. И теперь я постепенно буду вводить сахар. Белки до жестких пиков взбиты. Это определяется очень просто. Все, они готовы. Включил духовку. Она у меня уже прогрелась. И я собираю пирог. Отправляю массу в пирог. Она уже остыла. Ну и добавлю-ка я еще ревень. У меня еще тут, оказывается, место есть. Все это я, конечно, укажу в рецептуре. Пару клубничек. Теперь посыпаем этой штрезельной крошкой. Ну и распределяю безе. Разравниваю палеткой. Аккуратненько. Без особых усилий. И отправляю в духовку. Температура 170. Вверх-вниз. Духовка прогрета. Уровень ниже среднего. Там будет стоять решетка. На 40 минут. Ну вот здесь у меня средний уровень. Я опустил на одну шину ниже. По истечению 40 минут мой пирог готов. Дам ему полностью остыть, а потом разрежу. Пирог уже немного подостыл. И я могу уже снять форму. Вот посмотрите, чем удобны вот такие формы. Раз и готово. И что самое интересное, что мне нравится, что у меня дно стеклянное. То есть я могу посмотреть, пропекся ли у меня пирог или нет. Дам ему еще немного остынуть и потом покажу в разрезе. Ну вот пирог полностью остыл. Теперь его можно нарезать. Ну, вот так вот он выглядит. Красавчик. Он не сильно сладкий, с легкой кислинкой. Как вы видели, готовится он просто. Рекомендую приготовить. Если вам это видео понравилось, делитесь им с вашими друзьями, пишите комментарии. А я на этом с вами прощаюсь и до новых видео.